Всем привет! Итак, обычное интервью с менеджером команды Na'Vi Dota. Привет, представься и расскажи о себе тому, кто тебя не знает. Меня зовут Женя. Да. Меня пытаются очень жестко отвлекать. Рассказать о себе тем, кто меня не знает, можно только то, что я менеджер сравнительно недавно. До этого в киберспорте был исключительно в роли болельщика. Плюс на все ивенты, на которые попадал, пытался, были рядом, пытался ходить, пытался хоть как-то болеть, участвовать, общаться в этой тусовке. И после уже International, где я работал синхронным переводчиком, поступило предложение от организации Na'Vi попробовать себя в этой роли. Прошли переговоры на протяжении где-то месяца, после чего мы согласились, что я, собственно, возьмусь за эту работу, попробую. Ты сказал то, что ты был в киберспорте в роли болельщика, а потом переводчика. Какой у тебя в целом стаж конкретно в киберспорте и в доте? Гоняю пабы. В свое время в общагах КПИ играли турниры 3 на 3 с такими типами, как Габлак. А также куча людей, которых в данный момент уже не играют. Мазл был такой тип. Много было интересных игроков. Собственно, выбирались на поляну, пили пиво, обсуждали доту, разговаривали про билды, героев, качки, турниры и все. Там же, собственно, пересекся в первый раз с Виталием Волочаем, который меня вот потихонечку в эту тусовку и затянул. Ну и оттуда все и пошло. Потом вышла вторая дота, первый International. Сразу после первого, собственно, инта у меня появился бета-ключ. Я начал жестко гонять. Играю помаленьку. Профи себя никак не чувствую. То есть ты считаешь, что для хорошего менеджера в первую очередь нужны какие-то другие знания, навыки, чем конкретные знания доты? Ну, в доте нет такого понятия, как коучинг. То есть я не могу ни в игре никому что подсказать, ни во время тренировок. Я максимум, что могу, это организовать максимально эффективную работу ребят. Соответственно, менеджер, который вот именно лучше всех играет в доту, никому в принципе не нужен. Менеджер с навыками управления персонала, организации каких-то ивентов, поездок, с нормальной адаптируемостью к проблемным ситуациям, с элементарными навыками решения проблемных ситуаций личного характера. Вот это то, что нужно этому человеку, так считаю я. Но я так понимаю, то раз ты был выбран на эту должность, то у тебя эти навыки есть. Можешь рассказать, чем ты занимался до того, как ты же сейчас full-time работаешь, правильно, в Na'Vi менеджером? Да. Вот чем ты занимался до этого и насколько сложно было бы тебе сменить свою привычную работу в понимании на full-time в киберспорте? Вот немножко об этом расскажи, пожалуйста. Ну, до этого я работал маркетологом, соответственно, у меня были и в подчинении люди, и в то же время у меня были люди, которые ставили мне задачи, были клиенты, с которыми приходилось иногда общаться. То есть общение по всей иерархической лестнице маленькой компании у меня были прокачаны, так сказать. До этого я еще работал начальником отдела технической поддержки, соответственно, тоже есть опыт управления определенным персоналом. Но с точки зрения менеджера ты не совсем управляешь ребятами, ты пытаешься их, конечно, держать в каких-то рамках, организовывать, но ты в то же время выступаешь как бы и ассистентом им в определенных ситуациях. А по поводу перехода с одного режима на другой, меня на самом деле достаточно быстро надоедает офисная десковая работа. То есть, если я еще гоняю, общаюсь с клиентами и параллельно занимаюсь чем-то, то есть не полная рутина, я чувствую себя комфортно. Но вот на последней работе, где я работал исключительно на инхаусных проектах, соответственно, общение с какими-то другими отделами был минимум. У меня были свои задачи, которыми я сидел, и, собственно, подотчетные мне люди тоже сидели и занимались. И это был реально desk-job с 9 до 5, приблизительно. И на самом деле мне не составило особой трудности отказаться от этого, чтобы попробовать себя в чем-то, что мне интересно. Все-таки киберспорт мое хобби уже на протяжении долгого времени. Поэтому я решил плюнуть на все и попробовать себя. В принципе, более-менее понятно, чем ты занимаешься на турнирах. А вот когда нет турниров, какие твои обязанности в команде? Организация
тренировок, онлайн-игр. Кроме того, я выполняю определенные медийные задачи для организации НАТО Свинцера и кое-какие задачи по маркетингу. Они решили утилизировать и этот аспект моего опыта работы. А в основном, да, конечно, нагруженность идет массовая, и большая часть выпадает именно на лан-ивенты, на турниры, на поездки. Но и во время офлайн, в смысле... Ну, когда нет турниров. Да, когда нет турниров, тоже находится чем заниматься. В принципе, постоянно. Хорошо, спасибо тебе за ответ. Знаешь, вот можешь рассказать о том, что вообще делает менеджер во время турниров? Какие твои конкретные обязанности? То есть многие там, может, не совсем понимают, вот что ты именно делаешь и как ты помогаешь команде вот, чувствовать себя комфортно на турнирах? Начинается все, конечно же, с логистики еще до того, как мы выехали куда-то. Это букинги отелей, travel. Ребята живут в разных местах, соответственно, надо продумать заранее. Мы собираемся все вместе в одном месте, потом летим, или мы, допустим, слет в какой-то промежуточный пункт, дальше путешествуем вместе. К примеру, на опыте предыдущего вот месяца на Техлабс мы летели все в Москву с разных аэропортов. Я организовал, благо там волонтеры Техлабса вместе с самой организацией встретили ребят и доставили в отель. Мы там уже вместе собрались, и парни были уже дальше со мной. А так, вот, например, мне пришлось организовывать трансфер для каждого. Мы бы собирались, дальше занимался бы букингом, логистика именно перемещения в самом городе. К примеру, если это далеко от проведения, то это такси на мне, заказ, чтобы оно вовремя ждало. Элементарно будить парней вовремя, смотреть, чтобы они питались по графику, не отпускать гулять, пока мы не отыграем. Определенных ребят касается больше, чем некоторых других, но все же этот элемент присутствует. Хотя тоже должен сказать, что парни сами ответственные, понимают, что приезжают на турниры им для того, чтобы выигрывать. И хлопот сильно крупных, больших у меня пока с ними не было. Ну а так во время проведения повседневности элементарно я не вижу зазорным выйти, взять ребятам воду, если у них нет воды, принести ребятам Red Bull, если у них нет Red Bull. В конце концов, в данный момент я нахожусь у них когда уже начинаются игры, я выступаю на максимум именно поддержка, как логист, и я не считаю, что это как-то я опускаюсь до уровня раба или официанта, если я приношу им кофе, потому что они не могут выйти попить кофе элементарно между играми. Соответственно, эта помощь тоже присутствует на том или ином этапе в той или иной мере. Ну, наверное, в этом и заключается профессиональность менеджера, чтобы закрывать все вопросы от самых каких-то глобальных до конкретно мелких, поэтому да. А скажи, пожалуйста, ты вот не чувствуешь какой-то там ответственности или там планки такой большой, как вот являясь менеджером, по сути, чемпиона мира? Вот как ты чувствуешь? Ну, пока что на мне я не чувствовал веса вот этой ответственности. Конечно, обидно, когда ребята проигрывают, потому что и сам ожидаешь от них хороших результатов. Видно, что и болельщики, которые присутствуют, все ожидают хороших результатов. Приятно, в конце концов, побеждать, и когда парни побеждают. Но всякие ситуации бывают. Команда чемпионы мира может опять-таки играть сейчас в более расслабленном режиме, набираясь сил. Задался достаточно тяжелый месяц. Идут квалификации на некоторые турниры. Сразу после квалификации у нас пошел марафон онлайн лан-ивентов. Какая-то доля ответственности, за игру я, по сути, не отвечаю. Я не могу ребятам сказать, вы хреново напикали, берите что-то другое. Это неправильно, и так делать не стоит. Ответственность за результат, конечно, ее нету, но давление небольшое есть. Именно за то, что может, я что-то не досмотрел, ребята там могли час личный поспать, я там что-то не так подумал. Хотя, в принципе, оглядываясь назад, я не абсолютно чувствую себя виноватым, если мне приходится отказать людям в интервью, сказать болельщикам: простите, ребята, устали, и просто увести их. Потому что, в первую очередь, они должны хорошо играть. Конечно, большое спасибо всем болельщикам, которые смотрят, болеют, поддерживают, но они сами прекрасно понимают, что
парни не железные, им нужен и отдых, и питание, и все остальное. И если их каждые 5 минут будут дергать, или я буду делать вот так, Дэнди, у тебя сегодня между этой игрой вместо там в туалета у тебя вот это 5-минутное интервью, потом вот это 10-минутное, потом ты идешь фоткаешься, потом я не могу так загружать. И вот за это я считаю себя полностью ответственным. За комфорт ребят. А они уже показывают уровень в игре. Наверное, мы за такие результаты их и любим, поэтому думаю, что все болельщики понимают, почему так происходит. Ну и мы стараемся по мере возможности с ними общаться. Ты уже был на нескольких турнирах, включая там International, так понимаю, это был твой первый турнир киберспортивный, да? В качестве участника, да. И другие турниры. Вот можешь перечислить турниры и рассказать свои впечатления о них? В частности, вот, наверное, DreamHack, твой первый турнир такого плана, вот свои эмоции, личные впечатления. DreamHack, конечно, колоссальный ивент. Очень интересно даже с точки зрения наблюдателя походить, посмотреть на все буты, представления, демо-версии. Да и в принципе, это, если не ошибаюсь, самая большая лан-вечеринка в мире. Держит рекорд Гиннесса в этом отношении. Проведение турнира в свое время, конкретно доты здесь, к примеру, слабее, чем было на том же Техлабсе. Потому что меньше гораздо людей смотрит, меньше болеет. То есть, несмотря на то, что турнир грандиозный и команды приглашены были очень именитые, болельщиков, к сожалению, не так много, как было, к примеру, на том же StarLadder последнем. В арене набилось такое огромное количество людей, что дышать было тяжело. А здесь приготовили стенды для того, чтобы комфортно село такое же количество людей, и эти стенды не заполняются даже наполовину. Обидно, досадно. На MLG, к примеру, было в этом отношении гораздо приятней. Доту смотрело максимум людей. И Ghost, в принципе, Call of Duty тоже смотрело много людей, но и Доту были постоянно заполнены все трибуны. Вот. Конечно, все это ни в какое сравнение не идет по организации и по именно апофеозу с International, да, это было самое грандиозное событие вот такого плана, именно где форвардом была всего одна игра, то есть одна дисциплина, и ажиотаж кружился и, в принципе, был только вокруг нее, этой конкретной игры Dota 2. И при этом все болельщики поддерживали, были там с утра до ночи, оставались, когда бы игры не заканчивались. Разъезжались там уже кто как мог, по отелям, по домам и по всему остальному. International — это грандиозный уровень, и хотелось бы, чтобы все турниры потихонечку выходили именно к нему. К примеру, там, я знаю уже, StarLadder пытается найти новый venue, в смысле помещения, чтобы более комфортно проводить и чтобы больше людей запустить, посмотреть. И хотелось бы, чтобы все остальные турниры тоже обращали на это внимание. Ну и заканчивая, наверное, интервью той же темы с турнирами, можешь рассказать, какие турниры ждут нашу команду в декабре, в январе, онлайн, офлайн, чтобы все были в курсе, следили, могли поддерживать? В данный момент, да, проходит квалификация на D2L, финалы которого состоятся в начале января в Лас-Вегасе, если не ошибаюсь, на Consumer Electronics Expo, который там проводится ежегодно. А нам осталось сыграть несколько стыковочных матчей, после чего установится, получаемый слот или нет. Также продолжаются квалификации на Champions League. К сожалению, я не помню точно, когда там LAN-ивент, тоже осталось сыграть несколько еще стыковочных матчей. Начнется StarLadder, вернее, StarLadder уже начался, мы еще просто на нем не играем, поскольку мы заняты. И, соответственно, тоже предстоят много онлайн-игр конкретно StarLadder, после чего LAN-ивент, на который, я надеюсь, мы, конечно же, попадем уже в январе. И самый ближайший турнир LAN — это EMS в Польше, 7-8 декабря, рядом с Катовичи. Мы уже, собственно, на него берем билеты, бронируем отели, то есть там мы уже будем. Вот, а это ближайшее расписание на 2 месяца. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью. Надеюсь, что вам было приятно. Смотрите, болейте за нас, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть какие-то комментарии, пишите в комментариях на YouTube. Я думаю, что Женя сможет на них ответить тоже. Если у тебя есть какие-то там Twitter, личные странички, можешь как бы сейчас сказать о них. Я буду потихонечку приводить все свои социальные ресурсы в порядок и буду обновлять эту информацию на сайте, на своем разделе, на страничке Natus Gaming.
Вот. Там в данный момент первым появится, скорее всего, ссылка на мой ВК, потом Twitter, когда я его приведу в порядок, и потом, может быть, Facebook. В принципе, больше я особо ничем не пользуюсь. Хорошо, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Удачи, пока. Было приятно.